Итак, в первой части мы рассмотрели западную практику относительно видов информации и доступа к ней в различных случаях. Ссылка наверху. Поэтому вторую часть, где речь пойдет об Украине, даже не начинайте, если вы не прослушали внимательно часть первую. Потому что вам надо проникнуться здравым духом и только тогда приниматься за украинское законодательство. А в Украине ситуация такая, как на этой картинке. Может кто-то сказать, что я преувеличиваю, но вы понимаете, сидя, например, в зале, можно сколько угодно уговаривать, что на кухне у вас порядок. Но если на кухне у вас бардак, то все равно придется приходить и все это вымывать, вычищать и расставлять по полочкам. Поэтому и в Украине сейчас такая патовая ситуация. Нужно все равно менять законодательство, все равно где-то расставлять акценты. Рано или поздно. Итак, начнем. Согласно часті 2 статті 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 100%. И что такое конфиденциальная информация, мы уже понимаем. Мы знаем, что здесь речь идет о зарплате персонала в соответствии с контрактом или даже об идентификаторе пользователя в сочетании с паролем и так далее. Теперь учтем нашу родную украинскую специфику. Украинские законы базируются в целом на западных и пытаются худо-бедно им соответствовать. Но в то же время они часто пишутся на коленках, с использованием Google-переводчика, и корректируются филологами, потому как депутаты языками в основном не владеют. А если владеют, то где гарантия, что это высокоморальные депутаты, беспокоящиеся прежде всего об обществе, чем о личном благополучии? Таких гарантий абсолютно нет. К тому же, депутаты у нас часто не имеют соответствующей квалификации, пришли работать в Верховную Раду, имея за плечами опыт работы фотографов, водителей, артистов, спортсменов, массажистов и прочей обслуживающей братьи. Поэтому поехали. Проанализируем украинские законы, и мы поймем, что со всеми их недостатками, если все же придерживаться логики и духа законов, то все могло бы быть не так уж плохо. Начнем с закона про доступ до публичной информации, принятым 13 января 2011 года. Мы помним, что это слабый аналог GDPR, общего регламента по защите данных. Вспомним дату 13 января и объясним, почему стартуем именно с закона про доступ до публичной информации. А потому что это есть тот самый специальный закон, который регулирует доступ ко всякого рода информации. Специальнее не бывает. По этому закону публичная информация является открытой, кроме случаев, установленных законом. Блестяще. Золотое правило – все разрешено, что не запрещено. Но об этом правиле в Украине тоже мало кто помнит. Этот же закон устанавливает и ограничения. Информация с ограниченным доступом является конфиденциальная информация, секретная информация, служебная информация. Внимательно слушаем определение. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Аплодисменты. Имеем два ключевых момента. А. Доступ. Конфиденциальная информация ограничивается физическим или юридическим лицом согласно какому-то специальному закону или документу. Б. Распространять ее можно только с согласия лиц, которые ограничили доступ к этой информации. Все это мы подробнейшим образом рассматривали в первой части. К примеру, в некоторых отраслях информация о заработной плате, премии и других компенсациях может быть очень даже конфиденциальной, ведь это важно для поддержания конкурентных позиций работодателя, и он хочет, чтобы информация не попала конкурентам, чтобы не переманили его специалистов. И не устно, а именно в документе типа трудового контракта прописывается а. Четко исчерпывающее определение конфиденциальной информации, б. Условия, которые должен соблюдать работник, чтобы сохранить конфиденциальность этой информации, и в. Последствия несоблюдения этих условий контракта. Если кто-то в запитах этим заинтересуется, то особо відповідальна за работу с запитом и направит любопытному запитувачу обоснованный отказ, ссылаясь на трудовой договор. Но, возможно, обстоятельства сложатся так,
факт, что кто-то захочет распространить информацию, хотя она и конфиденциальная. Дивіться, людоньки, зарплата моя на самом деле не такая высокая или низкая, как вы себе это представляли. Можно распространить конфиденциальную информацию без согласия, если это в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Лишний раз не помешает напомнить, что конфиденциальная информация может быть отнесена к такой только на основании какого-то документа или специального закона, а главный критерий – ее знает только узкий круг людей. Также еще раз напомним, что обычно к конфиденциальной информации относятся математические формулы и технологии производства, процессы, информация о работниках, такую как компенсация, льготы, часы работы и так далее. Информация о сотрудниках, например, оценка персонала, информация о больничных. Программное обеспечение, разработки, изобретения, ноу-хау, связанное с производством продукции или оказанием услуг. Секрет фирмы по топ-менеджерам. Защита конкурентно-ценной личной информации руководителей компании в концепции известна как коммерческая тайна в отношении руководителей. Таємна інформація. Це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом. Ну, це все зрозуміло. Сюди ми не суємося, маються на увазі закони України про державну таємницю, про оборонні закупівлі тощо. Что до служебной информации, то, как видим, ее ограничил законодатель только документами субъекта владних повноважень, і ту, що зібрана в процесі оперативно-розшукової контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни. Но на практике, конечно, все это не так. Есть служебная информация на каждом предприятии, в каждой фирме, и даже если она не является конфиденциальной, с вами никто не собирается нею делиться. Ну ладно, со всем этим можно признать, что в принципе все не так плохо. И если поступил запит на доступ к информации, то принять решение как-то там быстренько не получится. Нельзя, пообщавшись с коллегами, так на швидкоруч отписаться. А вы знаете, вы просите информацию с обмеженным доступом, мы тут посоветовались друг с дружкой за 5 минут и так решили. Задолго до этого запита ответственные лица организации, керівники должны были составить положение или правила об информации с обмеженным доступом, со ссылками на законы, договоры и другие документы, и еще при этом руководствоваться так называемым трехступенчатым анализом, согласно которому ограничить информацию можно. Перше. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно або для підтримання авторитету і неупередженню правосуддя. Ну, тут по суті зложена стаття 10 Конвенції о правах чоловіка. Второе. Якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. І третє. Якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Ну, про суспільний интерес мы, возможно, еще поговорим отдельно, там тоже множество манипуляций. И вот когда организация создает положение об информации с ограниченным доступом, то это положение будет всегда перед глазами у секретарши, ответственной за работу с запитами, и она будет иметь полное право отказать в предоставлении информации с ограниченным доступом. Вот, например, как товариство EGF Trading создало такое вот положение. Ну, мы не будем юридическое составляющее смотреть, правильно это или неправильно они все сделали, но оно есть. Во всяком случае, не курьер с водителем решают, какая информация является коммерческой или конфиденциальной, а ответственные за запросы просто сканируют это положение и отправят запытывачу со спокойной душой, а еще лучше, если это положение будет вывешено на сайте организации в доступе, как в этой же предприятии EGF Trading. Я его нашла у них на сайте. Все отлично. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше. Это то, что в США примерно называется деклассификация, об этом мы говорили в первой части, и это очень важный пункт. Положение об информации с ограниченным доступом должно пересматриваться регулярно. В течение времени значительный объем информации может стать несколько менее чувствительным или значительно менее чувствительным, и он должен перейти в разряд публичной.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. Прекрасно. Если согласно вашему положению конфиденциальная информация содержится в документе, то закройте ее, замажьте, затушуйте, замазюкайте. Естественно, речь идет о копии документа, может даже электронной, а остальное вы обязаны предоставить. Это требование закона и мировая практика. Ну, в общем, пока мы более-менее шагаем в ногу. Теперь перейдем к закону Украины про захист персональных данных. Этот закон принят 1 июня 2010 года, а вступил в силу 1 января 2011 года, и в свое время он наделал много шума из-за больших штрафов, зато привлек к себе внимание. О громких делах об утечке данных в Украине мы не слыхали, а это свидетельствует только о том, что закон по сути не работает. Потому что в Даркнете вы найдете любые персональные данные, откуда что они там берутся. Штрафуют отдельных лиц, которые что-то там неосторожно выставляют во всяких вайберах. Закон Украины про захист персональных данных – это совершенно отдельный специальный документ для определенных целей. Этот закон регулирует правовые отношения, связанные с защитой и обработкой персональных данных. Направлен на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, в частности, право на невмешательство в личную жизнь в связи с обработкой персональных данных. Распространяется на деятельность по обработке персональных данных, осуществляется полностью или частично с применением автоматизированных средств, а также на обработку персональных данных, содержащихся в картотеке или подлежащих внесению в картотеки с применением неавтоматизированных средств. То есть закон касается тех, кто собирает базы персональных данных в виде совокупности упорядоченных персональных данных в электронной форме или в форме картотек по старинке этих персональных данных. Опять же, если вы хотите узнать о каком-то физическом лице и официально обращаетесь с этим к руководству, и никто не может доказать, что вы собираете базы или картотеки, то этот закон на вас не распространяется. Речь идет о том, что во всевозможных организациях вам регулярно подсовывают какие-то анкеты, вы в заявлениях пишете свой адрес, приносите больничное, и с этого создается база. А любая база имеет свойство протекать без вашего ведома. То есть речь идет чисто о возможной утечке данных и как это предотвратить. Вот посмотрите на анкету при приеме на работу. И фотография, и дата рождения, и адрес проживания, даже условия проживания в кімнаті или в коммунальной квартире, и паспорт, и семейный стан, и даже перечислив всех близких родичей, и кто там проживает за кордоном. В общем, вывернись наизнанку. ЕСПЧ по этому поводу объясняет в своем гайде «Защита данных», который обновленный, кстати, 30 апреля 2021 года, очень свеженький. И он объясняет момент следующим образом. Однако не все операции с персональными данными подпадают под действие статьи 8 или автоматическое вмешательство в соответствующие права. Так, по делу Мехмедович против Швейцарии суд выразил мнение, что отрывистая рандомная информация о заявителе, которая собрана случайно и является незначимой для данного расследования, никоим образом не представляла собой систематический или постоянный сбор данных и таким образом не представляла собой вмешательство в ее права на уважение частной жизни. Если вы узнали чей-либо адрес и при этом не собираете базу или картотеку, и при этом не намереваетесь разглашать данные в соцсетях, то закон про захист персональных данных вам ни к чему, и предложите идти подальше тем, кто вам его пафосно цитирует. В Украине, к сожалению, это мракобесие на каждом шагу. Причем запомним, информация про фізичну особу и персональные данные – это синонимы. Так перевели наши переводчики-філологи. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Шикардос. С этим мы разобрались в первой части и опять повторим. Закон или какое-то физическое или юридическое лицо могут отнести персональные данные к конфиденциальной информации. Конфиденциальная информация и персональная – не синонимы. Кому это еще непонятно, прослушайте первую часть материала «Западная практика». Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Здесь немножко ошиблись переводчики, точнее было бы перевести так. Не допускается обработка данных о физическом лице, отнесенных к конфиденциальной информации, и именно так надо понимать это положение. Опять же помним, что речь идет об обработке данных в базы и картотеки.
Существенное положение этого закона, он касается исключительно живых людей. Если человек умер, то собирайте свои базы картотеки на здоровье, например, геологические. Сайт MyHeritage скрывает данные живых людей, а о мертвых распространяйте что угодно. Естественно, в рамках этики. Но в законе про захист персональных данных этот момент забыли отметить. Забыли в кавычках, конечно. И вот, аж в 2019 году работники секретариата уполномоченного с прав людини Алексей Кабанов и Вадим Красий приняли участие в работе круглого стола, организованного Центральным государственным архивом общественных объединений Украины на тему «Дискуссионные вопросы реализации прав человека на доступ к публичной информации на защиту персональных данных в деятельности архивных учреждений Украины». Во время дискуссии Алексей Кабанов отметил: для працівників архівних установ необхідно забутись про захист персональних даних у архівних документів, зважаючи на той факт, що інформація, яка в них міститься, зазвичай стосується давно померлих осіб. У випадку обмеження доцільно говорити саме про конфіденційну інформацію, а вирішення питання, надання чи не надання її для користування, виключно відповідно до Закону України про доступ до публичной информации. Об архивах мы поговорим отдельно, но представьте себе, что 9 лет этого в Украине никто не понимал, и какой бедлам творился все это время, сколько нервов потрачено, сколько вреда было причинено обществу. А ведь вред обществу – это не шутки. Я очень хорошо помню, как в архивах берешь метрическую книгу, хочешь сфотографировать какую-то страницу в этой метрической книге, 1800 какого-то 60-го года, а начальство заставляло работников архивов закрывать фамилии тех людей, которые были тоже на этой странице, и только выделяли, даже специально трафареты были, выделяли только нужную тебе фамилию. Нужно было еще доказать, что это твой какой-то дедушка или бабушка, иначе тебе и сфотографировать не дадут. Еще обрати внимание на любимую цитату наших подписчиков. Конституционный суд Украины в своем решении 20 января 2012 года, то есть десятилетней давности, отнес к персональним даним національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини особи з іншими особами, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи. Прекрасно, но при этом все забыли, что Конституционный суд Украины все это объяснял в рамках, когда сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия является вмешательством в его личную и семейную жизнь. То есть, опять же, речь идет здесь о тех случаях, когда информация, отнесенная кем-то конфиденциально, собирается, хранится, используется, распространяется через базы данных или картотеки. И, наконец, переходим к закону Украины про информацию. Когда его приняли в 1992 году, то, наверное, он был очень нужен. Вот как этот закон подавал формулировки, которые нас интересуют, и надо признать достаточно четко. Вот мы видим, что информация про особу, это потом заменили персональные данные, эту формулировку. Інформація про особу – це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу. Основними даними про особу, тепер вони вже вживають термін «персональні дані», є національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Как видим, это в миниатюре будущий закон про захист персональных данных, введенный в действие 1 января 2011 года. Следующая статья 30. Информация с обмеженным доступом. Тут также само подчеркивается, что информация с обмеженным доступом поділяють на конфіденційну і таємну. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних і юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно передбачених ними умов. Все чудесно. Это в миниатюре будущий закон про доступ до публичной информации, принятый 13 января 2011 года. И вот закон про информацию худо-бедно существовал вплоть до этого самого 13 января 2011 года. Но вместо того, чтобы вообще-то его отменить, как уже ненужный, наши упорные депутаты принимают в тот самый роковой день 13 января 2011 года его новую редакцию под соусом приведения в соответствие с другими законами. Это было после Нового года и бурных зимних каникул. И вышел абсурд.
поскольку мы не столь цивилизованные, чтобы успешно преодолевать всякую ерунду. Как это работает в цивилизованном обществе? Guys, у нас какая-то хрень с законами, что делать? А давайте сначала сделаем попытку расставить приоритеты. Специальный, общий, поздний и ранний. Пробовали, все равно какая-то хрень получается. Тогда надо думать, как бы преодолеть проблему в лучшем виде. И действуют так, как в деле о прослушке. Дело рассматривал Высокий суд Северной Ирландии. Заключенных ссылались на то, что закон о регулировании полномочий следствия – это общий закон, который не отменяет действий старых положений специальных законов. Мнения судей разошлись. А главный судья, лорд Керр, пришел к выводу, что парламент рассчитывал на то, что положения закона о прослушивании будут применяться и при общении заключенных с адвокатами, то есть новый общий закон в данном случае имеет приоритет над старыми специальными. Однако два других лорда-судьи признали, что положения нового закона не означают, что парламент намеревался отменить профессиональные привилегии, предусмотренные ранними законами. Соответственно, приоритет имеет старый специальный закон. Победил здравый смысл. Дело решили в пользу заключенных. Действия тюремного начальства, которое не позволяло заключенным встретиться с адвокатами или врачами без риска прослушивания, были признаны незаконными. При этом на приоритет того или иного закона по принципу поздний, ранний или общеспециальный судьи забили. Им важно было разобраться по сути. А. В намерениях законодателя, откуда разброс во мнениях. Б. Учетом прав заключенных. Как подобные ситуации решаются в Украине, видимо, уже все догадались. Если не можешь победить абсурд, возглавь его и вытащи оттуда максимум ради личного процветания. Итак, в тот роковой день, 13 января 2011 года, депутаты Верховной Рады приняли новую редакцию закона про информацию. Причем в проекте был совсем другой текст, но в него были внесены куча поправок, і от имеем. Інформація про фізичну особу – це персональні дані, це синоніму. И далее уточнение о конфиденциальной информации, но окей, это все касается закона о персональных данных, и мы его уже рассмотрели. И тут бум! Ко второму чтению в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации вносится поправка 38 авторства народных депутатов Юрия Мирошниченко, Елены Бондаренко и, боже ж ты мой, Шевченко Андрея Витальевича, того самого украинского общественного деятеля, политика и журналиста, народного депутата Украины 5, 6 и 7 созывов, как его представляет Википедия. И как видим, окончательный текст уже совсем другой. 13 января 2011 года за 1 минуту депутаты приняли весь закон в целом. К сожалению, я не нашла аудиозаписи этого заседания, а только стенограмму. Поэтому мне придется самой ее зачитать. Веде засідання голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Елена Бондаренко. Уважаемые коллеги, у нас с вами непростая задача. На момент рассмотрения данного документа у нас с вами больше 50 поправок. У меня есть предложение довериться рабочей группе, которая работала в составе более чем 20 человек. Она была представлена представителями фракции БЮТ, представителями фракции партии регионов. В нее входили юристы и от фракции, и от администрации президента. Администрацию президента представлял лично Юрий Мирошниченко. В этой группе работали люди, представляющие третий сектор и журналисты. Я выражаю всем огромное спасибо за то, что месяц своей жизни они посвятили именно работе над этими документами. И у меня есть предложение для экономии времени. Все 55 поправок проголосовать в общем той редакции, которую предложила рабочая группа. Спасибо большое. Головуючий. Так, шановні колеги, будемо йти по поправках. Хто з авторів поправок, які не враховані, наполягає на їхньому голосуванні? Прошу зголоситися. Немає таких? Тепер ще один момент. Можливо, у когось із народних депутатів є зауваження до врахованих поправок? Немає. Так? Тоді я ставлю на голосування про прийняття в цілому як закону законопроекту за номером 7321 Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу до публічної інформації. Прошу голосувати. Пі-пі-пі-пі. 11 годин 42 хвилини 33 секунди. За 412.
Закон принято. Таким образом, была принята новая редакция закона Украины про информацию, этот адский винегрет из разных законів. Стаття 21. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням згоду відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Понятно, что прочитав статью 21, все лезут к статье 11, и уже никому не интересно, что статья 11 как бы касается персональных данных и соответствующего закона, там где обработка данных, базы и картотеки. В стране начинается хаос. Андрей Шевченко едет 24 сентября 2015 года полномочным послом Украины в Канаду. Ему похрен все это. А мы же не Канада и не Северная Ирландия, где судейские лорды. У нас первое дело – это хаос возглавить. И вот, в отрыве от всех законов, Конвенция о правах человека и всего мира, в Украине автоматом и внезапно все персональные данные с каких-то вольтов, даже если не собираются в базы или картотеки, без всяких документов или учета других специальных законов, превратились в конфиденциальную информацию. Та не подсказывает здравый смысл. Нехай ляпсус, но никто же не отменял закон про доступ до публичной информации и Конвенцию про права человека. Опять же, бессмыслица части 2 статьи 21 тут же убивается следующим предложением. Но я вас умоляю, кого это уже интересует? И вот уже 10 лет решение о том, что такое конфиденциальная информация, на свое усмотрение принимает секретарша или ее подружка, ответственная за запыты. Нельзя сказать, что этот абсурд не заметили юристы. Сначала доблестное юридическое сообщество выглядело немного сбентеженным. В 2012 году вышел научно-практический комментарий к закону Украины про доступ до публичной информации под общей редакцией Дмитрия Котляра. Комментировал разделы 2, 3 и 6 закона пан Дмитрий Котляр. Общая редакция опять-таки Дмитрий Котляр, эксперт Совета Европы. А редактором этого проекта выступил никто иной, как общественный деятель Андрей Шевченко, сам автор поправки 38. Также в научно-практическом комментарии мы находим фото Юрия Мирошниченко, другого автора поправки 38. Дмитрий Котляр в этих комментариях продемонстрировал свою обеспокоенность относительно нового содержания конфиденциальной информации. И он даже попытался поискать там какой-то смысл. Это удивительно, потому что один из авторов поправки 38, Андрей Шевченко, выступил и редактором научно-практического комментария, и все мог самое прекрасно объяснить, какой глубокий смысл он вкладывал в злополучную поправку 38. Приведем цитату із научно-практичного коментарія. Відмінним є те, що закон про інформацію, по-перше, прямо відносить певну інформацію до конфіденційної. По-друге, встановлює, що будь-яка інформація про фізичну особу є конфіденційною. Щодо першого, то багато інших законів також прямо відносять певні відомості до конфіденційних, незважаючи на те, чи обмежила особа доступ до них. Детальніше про це нижче. Встановлення ж презумпції конфіденційності інформації про фізичну особу видається проблематичним. Ймовірно, законодавець виходив з того, що в більшості випадків фізична особа не вчинятиме активних дій з обмеження доступу до інформації про себе, як це вимагається у визначенні, що міститься в законі про доступ до публічної інформації. Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. Відповідно, зазначене положення спрямовано на надання захисту інформації про фізичну особу навіть до того моменту, як ця особа обмежила доступ до інформації про себе, оскільки в іншому разі може бути завдано істотної шкоди інтересам такої особи. Проте автоматичне віднесення будь-якої інформації про фізичну особу до конфіденційної є надмірним і покладає непропорційні обов'язки на інших осіб, які повинні захищати таку інформацію від розголошення, незалежно від того, про яку інформацію йдеться, чи була вона оприлюднена раніше, чи завдасть їй розголошення реальної шкоди інтересам особи тощо. Так и случилось. Вместо того, чтобы разъяснять разницу между конфиденциальной информацией и персональными данными и трубить об этом на всех углах,
Украинские юристы потихоньку признали автоматическое отнесение персональных данных конфиденциальным на территории нашей неньки. И хотя на сайте «Доступ до правды» консультанты рубашку на себе рвут, напоминая о триступенчатом анализе, но боже ж ты мой, кто вам будет делать этот триступенчатый анализ? Секретарша ответственная за запыты. Этот анализ должен делать руководитель организации при разработке документов. А зачем же им себя напрягать? Все же и так прекрасно. В отписку набросал винегрет из самых страшных цитат из всех законов, где есть слово «конфиденциальный», приправил разъяснением Конституционного суда относительно персональных данных и пошел спокойно по своим делам. А высший пилотаж – это еще и прилепить туда закон о погребении и похоронном деле. И судить их до посинения. Кстати, о судах. В качестве закрепления материала надо было бы и украинскую судебную практику добавить, но это не для моих нервов. Обломилась на решении от 25 августа 2021 года. Судья Краматорского городского суда Донецкой области, рассмотрев материалы, поступившие из Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Донецкой області о привлеченні к адміністративній відповідальності, відмічає: зокрема, встановлено, що у відділі здійснюється обробка державних інформаційних ресурсів та конфіденційна інформація, в дужках персональні дані. Ну вы поняли, в нашей бедной стране эти два совершенно отличных друг от друга понятия уже 10 лет как синонимы. Таким образом, имеем то, что имеем, и трудно представить, какой вред эта путаница наносит государству и обществу. Чтобы закрыть доступ к любому документу, достаточно, чтобы там были отмечены или национальность, или образование, или семейное положение, или религиозное убеждение, или состояние здоровья, или адрес, или дата и место рождения. Уже говорить, если перекрыт кислород даже адвокатским запытом. В качестве домашнего задания почитайте статью «Порядок надання адвокату конфиденциальную информацию» разъяснили в офисе омбудсмена. Как видим, адвокаты борются в одиночку, пытаются что-то там через суды доказать, каждый индивидуально, но все это капля моря, не имеет какого-то значительного влияния на исправление ситуации. Однако в Украине все еще действуют два специальных закона про доступ до публичной информации и про захист персональных данных. Эти законы абсолютно самостоятельны, их никто не отменял, но они просто не работают. Ну вот как-то так. Впереди у меня на эту тему еще запланировано 2 материала. В общем, пора рассказать о том опыте, который привел к созданию этих роликов. Там тоже будет анализ. Но мы уже будем разбирать ответы всяких органов, анализировать. То есть это будет как практическое занятие. Разница в том, что я шла по этому пути, еще не зная теории, но догадываясь, что что-то не так, просто как человек, у которого есть какой-то здравый смысл. А вы будете нагружены уже теоретическими знаниями, как это должно быть. Как говорится, не перемикайтесь. Далі буде.